Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы в Геленджике. И в этом ролике вы увидите новый аэропорт и то, что происходит в аэропорту. Что там, как у них все устроено и что происходит на взлетной полосе, чтобы вы не подумали, что я что-то придумала. Ну и, возможно, мы попробуем что-нибудь вкусное. А билеты посмотреть на Aviasales по ссылке в описании. Друзья, вот вы, если не верите, то я вам показываю. Аэропорт Геленджика начал свою работу и пошел на взлет борт Аэрофлота, который счастливых, закончивший свой отдых соотечественников, увезет домой в Москву. И, наверное, скоро также и я буду и прилетать, или улетать отсюда. Аэропорт новый, красивый, видно, что с иголочки. Сейчас попробуем зайти посмотреть, что там дают. А пока ждем, когда взлетит. Единственное, в чем особенность Геленджика, здесь такая роза ветров, что можно не улететь. И тогда, вернее, и не улететь, как когда-то у меня было, и уйти на другой какой-нибудь альтернативный аэродром. Ну, давай, полетел. Родненький в Москву. Пойдем посмотрим, что же в аэропорту. Вообще, так, смотрите конструкцию. Вот эти вот крыши, как крылья. Это VIP-вход. А мы не VIP. Мы не VIP все-таки. VIP мы будем, когда у нас карта Аэрофлота включится. Сим-Сим, откройся. Здравствуйте. А можно посмотреть, как сделали аэропорт? Друзья, ну вот я, возможно, одна из первых ласточек. Ну что такое, блин? Тут утверждают, что скоро открытие, а вчера он открылся. Мне на досмотре говорят, а вы что, по телевизору не смотрели? Я говорю, нет, я хотела сама приехать в первых ласточках и еще и вам показать. Так, что у нас тут есть? Терминалы регистрации. Вендинг. Вода стоит 120 рублей. Для аэропортов это недорого. Здесь проходит бизнес-класс и Sky Priority. Это будет у меня. И там же, наверное, будет VIP-зал. Кстати, вот 16:25 Москва-Шереметьево улетел, а в 15:25 он прибыл. Скоро открытие кафе. Ну и пока вот только новейшая красота. Очень высокотехнологичный дизайн. В общем, видимо, здесь будут стульчики, кафешки. Пойдем посмотрим места, очень важные. Слушайте, я никогда не делала никаких туалетных луков и вот этих всех обзоров. Здесь вообще, наверное, ни мух, никого не было. И вот такие. Только приятные. В общем, мне все очень нравится. Но пока только Москва сообщений будет. А другие города когда подключатся? В начале августа уже должны подключиться. 6 августа у нас Петербург подключается. Супер. Да, и постепенно. Из многих городов России, да? То есть на Aviasales ссылка будет в описании. Смотреть вылеты, прилеты надо, да? Ну, я вас поздравляю. Спасибо большое. Вы очень красивый молодой человек. Спасибо. У вас невероятные глаза. Спасибо, мне очень приятно. Вы грек? Нет, я армянин. Ну, армяне тоже красивые Спасибо. очень люди и талантливые. Спасибо. Приятная территория, все вот модерновое, все автоматизировано. Посмотрите, какой красавец аэропорт. Оборудованное место для курения, если кто еще курит. Оплата парковок тут же. Вот если посмотреть, как он выглядит на макете таким, даже я не знаю, как называются такие овальные формы. Ну, я не знаю, мне кажется, не хуже, чем бюро Захи Хадид. Вот, наверное, здесь все отдыхающие, сосредоточенные на пляже Багамы. А вот там песчаный пляж.
Вон искусственный, а так здесь вот галечка. Очень красивая набережная. Но я вам могу сказать, парковка здесь швах полный. Много всяких кафешек. Выглядят они не прям сильно заполненные. Вот есть даже черноморская рыба. Так, какие тут цены у нас в Геленджике? Крем-супы в съедобных стаканах 390. Пицца 750. Шашлыки от 200 до 500 за 100 грамм. А вот и песчаный пляж. Люди играют в волейбол. Вот у них такие сделаны кабаны. Хорошо играют, молодцы. Друзья, конечно, здесь столько едалин всяких прикольных. Но я почему-то решила, что надо пойти в хату казака, потому что это Кубань. Вот. И здесь, конечно, такая близкая, около домашняя кухня. Работаете? Нет. Покормите? Спасибо. Что приятно. Сразу принесли. А так как я голодная, глаза разбегаются. Хочется чего-нибудь простого. И тут все простое. Оливьешка, например, 440 рублей. Холодец по рецепту бабушки. Вот сразу под это слюна течет. Даже малосольные огурцы есть 340. Борщ 530. Ну, супы где-то все 400-500. Еще и мне интересно, колбаса кубанская с пюре и квашеной капустой, с обжаренной. Вот это вот интересно. Ну, кровяная колбаса есть, это вообще супер. Много котлет с пюрехой. Ой, друзья. Ну, шашлыки 260-300 рублей за 100 грамм. В общем, голодными тут не останетесь. А пока самогонка. Как говорится, прощайте, скалистые горы. За открытие аэропорта Геленджик. Ваше здоровье. Ну уж не то делала. Мне тут прям нравится. Все, как я люблю. Друзья, в хате красота. Да я уже это... Попробовала комплимент. В хате казака, Ярославль, можно Ярик. Для зрителей нашего канала и посетителей этого заведения в городе Геленджик. Значит, в разделе пельмени и вареники я выбрала крученики с мясом и овощами. Ярослав говорит, что это пушка-бомба. Расскажите, что это за пушка-бомба? Это не продаж, это тесто тоненько раскатывать, это русские роллы. Когда кладется фарш, закатывается, рубится, жарится, тушится с овощами, подается на сковородочке со сметанкой, просто обалдение. Это то, что любит русско-белорусский человек и узбеки, которые делают примерно так же ханум. Правильно говорю? Абсолютно. Абсолютно верно. Я считаю, что это попробовать надо безусловно. Берем эту позицию. Так, колбаски кубанские. Они с пюре подаются? Да, пюрешечка с капусточкой. С капусточкой. Перемешано, да? Да. Отлично. Какое приятное место. Смотрите, принесли таблеточки. Кидаем. Вот что случилось с этой таблеточкой. Она превратилась в влажную салфеточку. Так, друзья, ну вот стали на стол метать домашний холодец. Вот здесь дорогулечка у нас. Узварчик с дикой грушей. Просто фантастический напиток. Никто не понимает, что такое узвар, компот из сухофруктов. Ваше здоровье. И закусывать будем молодцом. Чуть-чуть горчички макнуть. Знаете, такое впечатление, что
Ты не в общепит попадаешь, а ты попадаешь к родственникам или близким, друзьям, которые тебя со всей душой принимают и приносят фантастические какие-то вещи, которые греют душу. Вот этого до вот этого. Фирменное блюдо принесли. Ну что, пробую крученики. Обязательно сметану. Сметаны приносит мало, нужно просить дополнительно. Это очень вкусно. С овощами, которые отдали дополнительную сладость, сочность. Ой, слушайте. И со сметаной. Я нигде раньше такое не пробовала. Восторг. Восторг. Забыла, как рыба называется, но выглядит она как камбала. Ну да. Знаете, очень вкусная. Очень достойная рыба. Порезана квадратиками, сделана в духовке. С лимончиком идеально. Свежайшая. Друзья, крученики вообще просто фантастика. Барабуля огнище, это рыба огонь. Сейчас я пробую кубанские колбаски. Ой, как они выглядят, смотрите. Очень сладкие колбаски. Сочнейшее мясо. Вкуснейшее. Пюре с недоминирующей жареной капустой квашеной. Вся комбинация исключительная. Будете в Геленджике? Обязательно сюда. Друзья, путь в единственный на юге открывшийся аэропорт, город Геленджик, лежит по живописнейшей дороге. Вот мы проезжаем город-герой Новороссийск. И вот есть смотровая площадка, с которой открывается вид на город. Можно полюбоваться индустриальным портом. Сколько много кораблей. Порт не видно, но и бог с ним. Пусть он там защищенно стоит. Зато можно насладиться звуками цикад и красивым видом на море. Кстати, есть еще вон какая-то закусочная. Пойдем посмотрим, что там дают. Мало ли вы проголодались. Кофе, лимонады, хот-доги, френч-доги, сэндвичи, шаурма. Очень жарко, поедем дальше. Как будто какие-то средиземноморские замки. Вот памятник героям, которые защищали. Нет, это моряки революции. Еще одно место, очень интересный памятник подвигу моряков, которые затопили боевые корабли, чтобы они не достались кайзеровской Германии. Вот памятник морякам революции. Друзья, едем в Кабардинку искупаться. Это на подъезде к Геленджику. Тоже такое, знаете, курортное местечко. В Кабардинке полный аншлаг, судя по тому, что машины припаркованы вдоль проезжей части. Наверное, все из Анапы приехали сюда. Вернее, до Анапы доехали только самые отважные. Друзья, вот рядом с Геленджиком есть местечко, многие, наверное, слышали, называется Кабардинка. Здесь обязательно к посещению культурный центр под названием Старый парк. Смотрите, здесь есть и готическая часть, и какая-то неоклассика, и театр, и музейно-галерейный комплекс. Я-то думала, что здесь будет какой-нибудь старый парк с деревьями, может быть, что-то типа ботанического сада.
А на самом деле здесь, видимо, и одно, и второе. Пока пройдем к кассам. Так, 1000 рублей взрослые, 500 рублей детские. В общем, здесь можно забуриваться на целый день и заниматься окультуриванием. Смотрите, есть интерактивный навигатор, музей, экскурсии, правила посещения. А вот с собаками нельзя. Практически путешествовать вкусно, получается, нельзя, потому что с собаками нельзя, с едой нельзя, и ваше здоровье нельзя. Поэтому мы сегодня будем облика морали. Здравствуйте. Добрый день. Так, Вот я и две дамы после... Так, ну что, после зноя здесь очень прохладно и комфортно. По газонам не ходим, только любуемся природой. Да, я считаю, что это некий философский камень. Все, что нравственность, это немножечко сверху, а все остальное, это и есть сам человек. Поэтому работайте над собой обязательно. Там островок искусственный с черепахами. Одни на солнышке, другие в тени. Да, очень интересный объект. Видите, яйцо там, надеюсь, не Кощеева. Сколько всяких элементов. Да, сделано здорово, что взрослый человек, такой как я, увлеченно все это рассматривает. Очень мне напоминает стилистика чанграйский Белый храм по своей концепции. Это же вот сколько художников это все делали. Друзья, вот это вот культурное пространство, годоисчисления 1990 год. Был такой человек, возможно, он и есть, если что, пишите в комментариях. Александр Алексеев. Человек, который занимался культурной сферой и резко поменял свою жизнь. Он ушел в архитектуру. В архитектуру и, как я понимаю, малые художественные формы. И на этой территории смешанные архитектурные формы разных эпох, настроений, стран, культур. С 1990 года было создано порядка 1500 различных скульптур. Причем не просто скульптур, а, как вы можете видеть, носящих философский характер, где-то выражающие низменность человеческой сущности, где-то наоборот показывая, насколько человек может совершенства достигнуть в искусстве, в культуре, нравственности. На Черноморском побережье это вот такой единственный объект, который, ну, захватывает дух, наверное, восхищает, и я уже прежний отсюда не уеду. То есть вот на одном пятачке, я так понимаю, это армянская церковь. Это Дом Кавказа, да, вот по стилистике мы видим, что архитектура кавказских церквей. Изумительный памятник хозяйственной деятельности многих поколений. И подписано, кто подарил это. В строительстве этого места принимали участие обычные люди, которые поделились тем, что у них осталось с древних времен. Так называемый Дом Кавказа. Здесь, получается, внутри музей. Вход 100 рублей. Очень круто, что в одном месте собрали столько экспонатов, которые отражают культуру и быт жителей этих эпох. Прямо по курсу мечеть, а вот с другой стороны православный храм. Вот кусочек восточной культуры, а именно японской. Очень мудрое изречение: неоспорима только любовь. Кедр атласский, Влаука Пендула, родина Марокко, Алжир.
или дуб. А вот ангельские трубы. Вот такое дерево. Если кто смотрел мой ролик про север Таиланда, там я тоже встречала. Это говорит о том, что не обязательно туда ехать. Хотя я рекомендую. Парк небольшой. Посмотрите, тут малые архитектурные формы на одном пятачке. Ящерка, избушечка, цветы. Друзья, вышла я из Дома искусств, совершенно прекрасного. Очень рекомендую, 200 рублей вход. Прохладно, много разных экспонатов. И не могла пройти мимо дерева семейства Вербеновых, родина тропики Южной Америки, Мексика и Индия. И чтобы, например, когда-нибудь не говорить кому-нибудь, ну и дурак же ты, можно сказать, ну и дуранта же ты. Хотя больше мне дуранта напоминает фикусовая, но она вот оказалась вербеновой. Мажо, как говорится, выглядит потрясающе. Обращаю ваше внимание, что есть салон-магазин, где можно приобрести сувениры и, возможно, какую-нибудь ликеро-водочную продукцию. А береза-то какая? Ой, вы посмотрите, какая береза. Сколько сережек. Очень крутая береза. Вот такую бы в наши широты. Надо почитать, может быть, и приживется. А что, если взять со сережек и попробовать посадить? Как думаете? Пишите в комментарии. Я возьму. Ну что, друзья, в самом центре Кабардинки я уже, видите, в пляжном луке. И, конечно, набережная впечатляет. Особенно вот эта вот каскадная фонтанная часть. Можно там охладиться, фотографироваться, посмотреть на количество людей, которые не боятся мазута, потому что его нет. Сейчас пойдем в этот лягушатничек, затестим водичку. Кстати, вот там, тряся телесами, отдыхающие заигрывают с фонтаном. Больше, видимо, им не с кем заигрывать. Честно говоря, в сравнении с этим пляжи Анапы, которых 40 километров, предпочтительнее, потому что там нет такого количества людей. Там гораздо чище, чем вот этот сейчас компотик. Смотрю я на все это и понимаю, что это все-таки не моя эстетика. Но если вы любите, приезжайте. Коктейли-моктейли. Конечно, одного дня охватить все места, которые есть в Геленджике, это мало. А сейчас просто посмотрите, что происходит на пляжах. Наверное, все, кто не поехали в Анапу или в околоанапские курортные зоны, они находятся здесь, в Геленджике и в Кабардинке. Кабардинка мне совсем не понравилась, ну, кроме старого парка. А здесь очень приятно, прилично, но все равно не моя эстетика. Хотя, наверное, есть платные пляжи, и там будет достаточно комфортно. Судя по всему, половина соотечественников приехали сюда на машинах. Парковки нет вообще, платных, бесплатных. Мы сейчас как-то немного воткнулись. А вообще здесь, конечно, ну, круто. Город Здравница, город-курорт. Много чего интересного в окрестностях есть, но надо как-то стараться приезжать против шерсти. Возможно, сейчас все здесь усугубится, потому что самолеты стали летать. Поэтому выбирайте, может быть, сентябрь, может быть, до основного туристического потока. Ну, я бы так сделала.